Огромный привет всем любителям вязания. Меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у меня будет видео посвящено кардигану, как вы уже поняли, посмотря фотографии, которые были на начале видео. Этот кардиган связан в рамках совместного проекта «Краски осени», который организовала в своей группе ВКонтакте, который называется «Повязушки с Танюшкой», организатор Таня Косова. Также есть у Танечки канал на YouTube, называется тоже «Повязушки с Танюшкой», и там она рассказывает нам много всего интересного о результатах, показывает работы. В общем, все ссылочки на канал, на группу ВКонтакте я оставлю в описании под видео. Я за вторую неделю этого проекта связала вот этот кардиган, который вы видели на фотографиях. Он связался у меня за 4 дня. С понедельника по четверг я его вязала. Вот, очень быстро, да. Вот такая пряжа. Называется пихорка. Нет, не пихорка, извиняюсь. Называется простая. Троицкая комвольная фабрика, производитель. У меня на кардиган ушло 650 грамм пряжи. Вот этот остаток, ровно 50 грамм, у меня остался от 4-го моточка. То есть 3,5 моточка у меня от упаковки осталось. Вот. Кардиган связан очень просто. Выкройка очень простая. Сейчас я вам покажу, с чего я начинала. Начинала я с вязания спинки. Набирала 75 петель. Крючок, кстати, у меня номер 4. Крючком номер 4 набираем 75 петель. Это в моем случае для моих размеров, которые я определила, измерив, соответственно, самую широкую часть на своем туловище, вернее, не на своем, а на туловище моей заказчицы. Я его вязала не себе, а своей сестре. Вот. Мы ориентировались по ее меркам. Набирала я 75 петель. Это полуобхват груди равен. Нужно, естественно, связать образец, измерить его после стирки, до стирки, после стирки, сделать коррекцию на вытягивание или на усадку. В общем, все будет, вы будете исходить из своей пряжи. Я набирала этой пряжи этим крючком 75 петель. Вязала прямо. Длину сейчас уже вам не скажу, но у меня длина кардигана составляла полностью от линии плеча до низа, составляла 75 сантиметров. Пройма у меня 17 сантиметров. Все остальное, в общем, если вычесть 75, вычесть 17, то получается 58 сантиметров вот этот участок составил у меня. А пройма 17 сантиметров. Итого 75 длина изделия. Вырез горловины здесь на спинке тоже был совершенно небольшой. Я и там дальше показываю, как я его формировала. Я формировала его в ходе вывязывания скосов. Он вот у меня получился. Здесь у меня идет 3 установочных ряда столбиками с накидом. Дальше полочка. Полочка тоже все прямо вяжется, так же как и спинка. Начинала я полочку, набирала я для этого 42 петельки. 42 петельки. Почему? Потому что у нас полочка это половинка спинки, да, 75 разделить на 2 получаем 35 петель. Ну, без, там получается половинки лишние, но мы их откинем. 35 петель и плюс 7 петель цельновязанная планка у меня. Вот. Тут неправильно, кстати, я немножко нарисовала. У меня здесь же еще скосы. Да, скосы на вырез горловины. Вот так. Это вот лишнее. В общем, цельновязанная планочка у меня плюс 7 петель. Получается 42 петли. Итого я набирала на планку. Вот. Тоже все прямо. Также точно пройма 17 сантиметров. Скосы плеча одинаковые. Что на полочках, что на спинке составили у меня 19 петель. Рассказываю для того, что если, может быть, кто-то будет вязать также
из этой же пряжи этим же крючком, то можно как бы ориентироваться. Если другая пряжа, другой крючок, то измеряем плотность вязания, измеряем себя и делаем коррекцию на свой размер. Это размер 48. Итак, отвлеклась. В общем, плечи по 19 петелек. Вот такая вот выкройка. Дальше я рассказываю, как все вяжется. Тоже также у меня здесь идет 3 установочных ряда в начале. Вот. В общем, никаких пройм. Все элементарно. Рукав у меня начинался с 30 петелек. Далее идут у меня скосы рукава. Рукав мы прибавляем до тех пор на скосах, пока у нас вот рукав в сложенном напополам состоянии не будет равен ширине проймы. И заканчиваем эти прибавления, складываем рукав пополам, делаем боковой шов и вшиваем. Я делала прибавление в рукаве в каждой плотной части рукава, делала в каждом ряду в плотной части, прибавляла плюс 1 столбик с каждой стороны, то есть провязывала в одну петлю 2 столбика перед кромочной и после кромочной, и наоборот в обратных рядах. Вот, в плотных рядах я делала прибавки для скосов рукава. Вот и все, в общем-то, что здесь по выкройке сказать. Дальше я там подробно все объясняю. Кому будет интересно, тут может посмотреть. Никаких тут никакого мудреного описания здесь нет. Вот эта планочка, которая идет у нас на полочках, она продолжается дальше вязаться после того, как мы закрываем скосы плеча. Для того, чтобы она должна на первой половинке быть равна половине выреза горловины на спинке, и на второй полочке она тоже должна быть равна половине выреза горловины на спинке. Потом эти две половинки, они сшиваются и прокладываются вот здесь по вырезу горловины на спине и пришиваются. Образовывается у нас такая цельновязанная планка уже полностью по всему периметру нашего кардигана. То есть уже можно, в принципе, больше ничего не делать, и получим сразу же после того, как сошьем все боковые швы, и не только боковые швы, вошьем рукава и выполним вот эту планку, уже получится у нас готовое изделие. Вот. В принципе, вяжется очень быстро и очень легко. Расход я сказала, крючок я сказала. В общем-то, как-то по выкройке я объяснила худо-бедно. Вот, так что, думаю, тут ничего сложного нету. Вот, еще подпишу чуть-чуть, хотя, наверное, ничего и не видно вам. Так, что еще сказать? Про пряжу хочу сказать, что у меня о ней сложилось неоднозначное мнение. Из плюсов могу сказать только то, что очень теплая. Когда я фотографировалась, у нас на улице было плюс 7 градусов. В этом кардигане я его одевала на водолазку. Я нисколько не замерзла, я могу сказать, что даже упарилась, ужарилась, пока фотографировалась. Еще плюс — это дешевизна. Неплохие цвета. Но то, что сказать, что я ее еще куплю, нет, я ее больше не куплю, эту пряжу. Потому что, во-первых, очень такой запах. Баран под дождем, я бы сказала. Пахнет вообще как будто мокрый баран, реально. И у меня закладывала почему-то весь период вязания из этой пряжи. Закладывала нос ужасно, нос не дышал. Вот, поэтому я эту пряжу больше покупать не буду. И после стирки готовое изделие у меня вытянулось. Еще, наверное, сантиметров на 5. Потому что я мерила до стирки и мерила после стирки. До стирки у меня было до середины бедра доходило, а после стирки у меня почти до колена кардиган дошел. Вот. Даже может быть еще и больше.
чем на 5 сантиметров. Но я точно не измеряла. В общем, в принципе-то это не важно. Кардиган, как бы, ничего такого страшного нет, что он вытянулся. Даже и ничего. В общем, хотя мне про эту пряжу говорили, что она после стирки не меняется, ее стирали даже в стиральной машине, готовые изделия из нее, из этой пряжи. Вот, еще еще раз прихожу к выводу, что у каждого человека свое субъективное мнение, что, да, что все делают выводы по-разному. В общем, если захотите, можете вязать. Да. Состав этой пряжи 50% шерсти, 50% акрила и метраж 200 метров на 100 граммов. То есть можно не взять не из такой пряжи вязать, полно пряжи с таким метражом, разный другой. Можно выбрать какой угодно. Если вам понравится, то можете просто взять пряжу другого метража. Дальше я объясняю, как я вязала, показываю. В общем, кому интересно, можете смотреть. Всем, кому не интересно, можете отключаться. До новых встреч. Пока-пока. Вот спиночка моя уже готова. Я начинала вязание снизу. Провязала 3 ряда столбиками с накидом за заднюю стенку. Каждый ряд я вязала, чтобы была такая небольшая выпуклость. Вот видите, вот, да, заметно. Потому что потом я буду вязать цельновязанную планку, и цельновязанная планка у меня пойдет вот такой вязкой, чтобы не отличалась от основного полотна. Я вязала здесь дорожки ажурные с шишечками. Здесь у меня эти шишечки связаны элементом попкорн. Не буду показывать, как его вязать, потому что это можно посмотреть где-то в других ресурсах, чтобы не занимать время. Вот. Перейдем сразу к тому, как я вязала спинку. Я вязала ее прямо. Пройм никаких здесь я не делала, потому что у меня здесь будет обыкновенная самая прямая пройма и спущенный рукав. В общем, набираем петли, которые мы посчитали нам необходимо, и вяжем прямо любым узором, абсолютно каким вам только захочется. Можете обычными столбиками с накидом просто связать, и все. Либо каким-то еще узором. И вяжем на необходимую длину, которую мы также определили в ходе наших измерений и расчетов. Вот, я пока еще не довязала до конца, но вот у меня просто сейчас есть свободное время, чтобы снять видео спокойно, без всяких посторонних звуков. Вот, поэтому я сейчас буду показывать. По идее говоря, мне еще нужно провязать вот 2 обычных ряда столбиками с накидом, чтобы у меня когда я буду выполнять плечевой шов, чтобы у меня эти 2 соединились, да, здесь 2 и там 2, и получился такой плечевой шов, чтобы, в общем, рисунок совпадал по раппортам. Но я покажу сейчас на обычном, как бы, на первом ряду столбиков с накидом. В общем, я определила в ходе своих измерений и расчетов, что мне необходимо на плечевые скосы 19 петель. Вот. Вырез горловины я буду оформлять одновременно с вывязыванием плечевых скосов. Вот, сейчас я вам сразу покажу, как я выполняю плечевые скосы. Вот, выполняем сразу же воздушную петельку первую. Это будет считаться как первая петелька. Далее вторая соединительная петля. Вкалываемся в следующий столбик и делаем соединительную петлю. Это уже 3 петельки я провязала. 4, 5 соединительных столбиков. Дальше вяжем следующую петлю, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Это уже 4 и 5, 9. Далее мы вяжем полустолбик. 1, 2, 3, 4, 5 полустолбиков. Вот. И последние 5 столбиков с одним накидом, уже полностью связанных.
2, 3, 4 и 5. Все, у нас получился скос плеча. Одновременно вот здесь мы закончили, да, вывязывание, и у нас сформировалось здесь подобие выреза горловины. Нам больше здесь и не надо, как бы, расстояние, потому что это спинка. А на другой стороне будем выполнять аналогично. Тоже можно, конечно, и на обратной стороне сюда, в эту сторону пойти, но здесь будет отличаться рисунок столбиков, поэтому лучше отсчитать 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9. Вот с этой петельки начинаем. 5 столбиков с накидом, далее 5 полустолбиков, далее 4 столбика без накида и 5 соединительных столбиков. И получим скос плеча в другую сторону. Вот, спинка будет готова, вырез горловины будет сформирован. Вот. Что я еще не сказала? При вывязывании длины, естественно, мы учитываем, что здесь будет у нас пройма, да? Пройма у меня 17 сантиметров, а дальше у нас уже идет длина произвольная, какую мы хотим. Ну вот, спинка, в принципе, готова. Надеюсь, что все было понятно. Будем дальше вязать 2 полочки, правую и левую. Продолжаю вязать свой кардиган. Вот у меня уже связаны 2 полочки, почти, вторая уже закончена. Начинала вязать также точно с 3 рядов столбиков с накидом за заднюю стенку, только единственное, что здесь еще плюс прибавляется 7 петель на цельновязанную планку. То есть мы делим длину спинки, вернее ширину спинки мы делим пополам, получаем то количество петель, которое нам нужно, и плюс прибавляем, в моем случае я прибавляла 7 петелек на цельновязанную планку. Вот. Цельновязанная планка у меня тоже вяжется за заднюю стеночку, каждый ряд следующий. И чтобы отделить планку от основного полотна, я выполняла здесь один рельефный лицевой столбик. На изнанке я его вяжу как рельефный изнаночный. Вот. Также точно все вяжу таким же узорчиком, ничего не меняя. Недавно сказала, что не буду показывать узор, но все-таки решила показать, потому что я думаю, все равно будут вопросы, поэтому лучше показать. Вот сейчас у меня как раз я пришла к элементу попкорна, и можно показать. Вот, провязываем столбик, да? Далее делаем накид на крючок и в эту ячейку вяжем 4 столбика с одним накидом. 2, 3 и 4. Так, в первый столбик вкалываемся крючком и вот эту петельку вынимаем, делаем еще одну петельку и далее столбик с одним накидом. Вот мы закрыли нашу клеточку узором попкорн. Дальше делаем воздушную петельку, столбик с накидом, и снова у нас эта клеточка свободная, а в следующую мы вяжем снова этот же элемент. 4 столбика с одним накидом, можно и 5, можно и 6, у кого какая пряжа. Главное, чтобы достаточный был такой шарик. Крючок убираем, возвращаемся в первый столбик и петельку. Раз. И воздушная петля. Далее как бы клеточку закрываем, делаем столбик с одним накидом, воздушная петля. И вот у меня в данном случае завершила я вязание ряда. Вот. Теперь у меня идет ряд обычных клеточек пустых, филейных. Я не буду показывать, просто закончу сейчас снимать и вернусь, когда буду вязать планку. Завершила вязание филейного ряда.
Вот сейчас я подошла к этой своей петельке, которая вяжется рельефным лицевым столбиком на лицевой стороне, а здесь нужно провязать изнаночной. Делаем накид на крючок, вот таким образом его вставляем, вытаскиваем, делаем обычный столбик с накидом. Все. Вот здесь должна быть такая перемычка, которая делает на лицевой стороне выглядит вот так. И за заднюю стеночку провязываем оставшиеся 6 петелек. Вкалываемся не под косичку, а за одну полупетлю заднюю. Вот 2, 3, 4, 5 и 6. Далее снова 3 воздушные петельки, переворачиваем работу и также точно за заднюю полупетлю вяжем снова эти 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот подошли к рельефному лицевому столбику. Берем, вкалываемся под столбик и делаем обычный столбик. Все, вот у нас получился рельефный лицевой столбик. Теперь мы подошли к тому моменту, вернее я подошла к тому моменту, когда мне нужно делать скосы на вырез горловины. Вот у меня пошел вырез горловины туда, да. Я это начала делать, провязав 1, 2, 3, 4, 5 ажурных рядов, и вот в этом плотном уже таком участке я сделала убавление. И сейчас я вам покажу, как я это делала. Я провязывала вот эту планочку, да, сначала, а потом начинала выполнять убавление горловины. В каждом плотном ряду, в лицевых и изнаночных рядах. Вот первый столбик недовязанный я делала, потом второй столбик недовязанный и провязывала их вместе. Это мы получили убавление на 1 столбик. Далее ряд провязываем все до конца этими столбиками, больше ничего не убавляем. Сейчас я быстренько повяжу, и чтобы не отключаться, и хотя нет, лучше я отключусь. Вот я вернулась обратно, подхожу к планке. Осталось у меня 2 петельки здесь, которые нужно убавить. Я буду их провязывать снова, то есть не 2 петельки, а 2 столбика. Первый недовязанный столбик, второй недовязанный столбик, и вместе их провязываем. Вот второе убавление. Дальше снова у нас идет это петля планки, которая вяжется рельефным столбиком. Мы ее здесь провязываем изнаночным рельефным и провязываем планку. То есть на изнаночной стороне у нас убавление петель горловины будет перед планкой. В лицевом после планки, а в изнаночном перед планкой. Вот. Сейчас довяжу планочку до конца и расскажу дальше. Таким образом будем делать убавления до тех пор, пока наши плечи, вернее не наши плечи, а плечи этого кардигана или вашего кардигана не достигнут того количества столбиков, которые у нас на плечевых скосах спинки. Вы должны будете рассчитать свои убавления, как вам нужно, чтобы получить такое количество столбиков. У меня здесь, вот в этой плотной части, у меня в каждом ряду я провязала в каждом ряду по 2 столбика вместе. В следующей плотной части у меня в первом ряду здесь только провязано 2 вместе, во всех остальных рядах 4 у меня по 3 столбика вместе. Дальше еще в 2 следующих рядах у меня провязано по 2 столбика вместе. Вот, потому как я там посмотрела, у меня не хватало
Вернее, оставалось большее количество петель, чем мне нужно, поэтому мне пришлось здесь убавить побольше. Сколько будет нужно петель вам, я не знаю, поэтому рассчитывайте по своей ширине плеча, естественно, все измеряете, естественно, все по плотности вязания рассчитываете и прибавки выполняете по-своему. И еще зависит от того, какой глубины вырез, естественно, вам нужно. Если вам нужен более глубокий вырез и менее широкие плечи, то убавок должно быть, соответственно, больше. Либо если вам можно начать убавки еще раньше, но это уже как бы по вашему усмотрению. Далее когда мы заканчиваем убавки, приходим вот к этим снова 2 рядам плотным, выполнили последние убавки. Здесь в 3-м ряду нужно выполнить скос плеча, который я показывала, такой же, как на спинке, и довязать половинку вот этой планкой, чтобы она равнялась ширине половинки выреза горловины на спине. Такими же вот этими столбиками за заднюю петлю. Заднюю полупетлю, потому что мы потом вот это будем формировать воротник, у нас вот так вот будет, и нам нужно будет здесь пришивать со спинкой, состыковку делать, и здесь тоже будет шовчик небольшой. В общем, вот принцип, как вязать планку. Полочку я рассказала, то есть набираем на полочку, набираем половину ширины спины в петлях плюс то необходимое количество петель, которые вы хотите, чтобы планка была такой ширины. Вот. У меня в моем случае это 7 столбиков. Сколько у вас будет, я не знаю. И будете ли вы делать вот такую же разделительную полосу, как у меня, я тоже не знаю. Поэтому это уже на ваше усмотрение. Так, вроде бы я по полочкам рассказала все. В начале ряда также точно я делаю 3 установочных ряда. Ну и все, дальше уже будут рукава. Итак, еще забыла сказать, что полочка связана прямым полотном, так же как и спинка. Никакого приталивания я не делала. В общем, на высоте после 5 ажурных рядов у меня в моем случае я начала выполнять убавление для выреза горловины. Вот. Если нужно сделать приталивание, то, соответственно, нужно измерить, где начинается линия талии, и можно просто взять либо тоньше крючок, вот, либо выполнять убавки. Но я убавки не делала в данном случае, поэтому я ничего не буду показывать по поводу убавок для приталивания. Я выполняла убавки только для выреза горловины. Вот. И в сантиметрах тоже ничего не говорю, потому что не знаю, какая будет плотность вязания, какая будет пряжа. В общем, где будет вырез горловины, будете тоже сами определять для себя индивидуально. Я продолжаю вязать свой кардиган. Вот у меня закончено обе полочки. Они уже у меня пришиты здесь. Спинка с полочками пришита. Я это делаю обычно крючком. Соединяю вот таким образом. И вяжу обычные столбики без накида, соединяя по раппортам, чтобы у меня на обратной стороне рисунок совпадал. Вот. Чтобы полосочка совпадала с полосочкой, квадратик с квадратиком. Вот. Полочка у меня была закончена, как я уже показывала, вот такой ленточкой. Вот эта планка цельновязанная, она у меня продолжилась дальше. Я закрыла плечевые скосы, а планку продолжила вязать. Плечевые скосы я выполняла так же, как и боковые швы, состыковывая с петелька в петельку, чтобы получился вот такой аккуратный шов. Вот этот получается такой скосик. Вот мы довязали вот эту планку, да.
с одной стороны до половины ширины выреза горловины на спинке, и у другой полочки тоже она должна равняться половине длины горловины на спинке. Потом эти две полосочки пришиваются сначала по низу к вырезу горловины спины и соединяются вот здесь таким же швом, как и боковые швы, как и плечевые швы. И мы получаем уже обработанную горловину вместе с планкой. Уже ничего после этого делать нам не нужно. Вот это я все сделала и перешла к рукавам. Первый рукав у меня уже готов, второй рукав я еще вяжу, поэтому сейчас буду показывать, объяснять, что какой тут у меня принцип вязания рукава. На рукава я набирала 30 столбиков, провязала 3 установочных ряда, как внизу на спинке, так и на полочках. Далее 3 ажурных ряда без всяких прибавлений, и выполняла прибавления в каждом ряду плотно с двух сторон по одному столбику, то есть провязывая после кромочного столбика в одну петлю я провязывала 2 столбика, и таким образом с одной стороны и с другой стороны, в начале ряда и в конце. Таким образом в каждом ряду я выполняла эти прибавочки. В ажурных рядах я не делала прибавок, а в плотных рядах я делала прибавки. У меня получается прибавки идут только вот первый плотный ряд, второй плотный ряд, а в третьем плотном ряду я выполняла прибавки только лишь в 3 рядах первых. Первый, второй, третий. Остальные 1, 2, 3, 4, 5 я провязала тоже плотно, уже не соблюдая здесь этот рисунок, потому что пришить потом нужно будет к пройме, и будет, если дырочки, будет не очень интересно. Поэтому я дальше продолжила все плотно и выполняла здесь в третьей плотной полоске только в 3 рядах прибавки. Вот. Дальше у нас пойдет рукав складывается пополам на изнаночной, соответственно, стороне. Тоже выполняется шов. Также мы все делаем петелька в петельку, столбик со столбиком соединяем, выполняем шов столбиками без накида и выворачиваем рукав на лицевую сторону. Вот, далее этот рукав нам нужно будет вставить вот сюда, да, мы вставляем в пройму. Вот эта вот величина, мы прибавки, кстати, выполняем до тех пор, пока у нас вот эта вот ширина не будет равняться ширине нашей проймы. Вот оно равняется, все состыковывается. Я в петлях ничего не говорю, потому что у всех будет разное значение. Вот оно состыковывается, все подходит. Мы теперь эту сторону лицевую и эту сторону лицевую состыковываем, потом переворачиваем нашу тушку, соединяем нижний шов рукава с боковым швом на тушке и начинаем выполнять. Так вот распределяем рукавчик, чтобы он вошел. Сейчас покажу вот на этих ниточках. И начинаем выполнять шов рукава. Также точно берем. Вот самое главное соединить первый шов. Делаем петельку первую и начинаем соединять обычными столбиками без накида по всему периметру. Вот так вот состыковываем аккуратненько, чтобы нигде ничего не стягивало. Вот здесь по кругу выполняем шов рукава в пройме. Все, выворачиваем на лицевую сторону, все стираем. Сейчас я покажу, как я делала прибавки в рукавах. Вот, прибавочки в рукавах я делала следующим образом. В плотных рядах поднимаемся на 3 воздушные петельки, это первый столбик. Далее, вот в первой клетке, это переход в плотный ряд, я делала 2 столбика в одну клетку. Это первое прибавление в начале ряда. То есть еще раз показываю, вот в первой клеточке просто сделаем в первую клеточку 2 столбика, 1 и 2. Вот это первое прибавление. В конце ряда то же самое. Вот сюда, в это место мы вкалываемся, мы сделаем тоже сюда 2 столбика, 1, 2 и закончим кромочным столбиком.
Все, вот выполнили второе прибавление в начале и в конце ряда у нас будет по прибавлению. И так мы будем делать в каждом плотном ряду. Это у меня получается уже третья плотная полоска. В третьей плотной полоске я делала прибавки только 3 раза в первых 3 рядах. А вот в этих первых 2 плотных рядах я делала во всех 5 рядах. Потому что у меня каждая плотная полоска составляет 5 рядов. Также точно выполняем все прибавления на рукаве, как и на втором рукаве. Желательно, если вы не запоминаете, то вы записываете, сколько чего вы делаете, чтобы потом, когда будете вязать отдельно второй рукав, можно было все повторить без всяких ошибок, чтобы все совпадало. Также точно, когда закончим этот рукав, соединим его пополам на изнаночной стороне, выполним шов и состыкуем с проймой. Еще раз повторяю, что прибавки нужно делать на рукавах до тех пор, пока вот в таком состоянии рукав не будет равен вырезу проймы. Пока он, в общем, чтобы был не велик и не мал. Примеряем. Пройму рассчитываем, естественно, по своим мерочкам, по своей плотности вязания. Вот. Поэтому здесь я ничего не буду говорить в своих цифрах, что было у меня. Вот у меня конкретно пройма была здесь 18 сантиметров. Какая пройма будет у вас, это уже индивидуальное ваше решение. Рукавчик вот готов, и я сейчас вот хочу его сложить на изнаночной стороне пополам. Вот он у меня готов, да. Вот это расстояние, это равно 2 длины проймы. Вот так мы сворачиваем, получается у нас, вернее, не длина проймы, а ширина проймы. Сворачиваем пополам, берем петельку, эту же, вкалываемся под эти 2 столбика. Выполняем столбик без накида. Еще раз в эту же петельку вкалываемся, столбик без накида. Далее между столбиками делаем столбик без накида. Снова сюда. И вот таким образом мы выполняем шов по изнаночной стороне рукава. Вот. Состыкуем плотные части обязательно и ажурные части, чтобы у нас на изнаночной стороне получалось красивое полотно, чтобы узор переходил в узор, а не какая-то была абракадабра. Тот же самый принцип выполнения шва будет и на спинке, когда вы будете выполнять шов спинки и полочек, и на плечевых швах. Такой же принцип будет при выполнении шва, когда будем вшивать рукав в пройму. Вот ажурный ряд пошел, мы соединяем сразу клеточки с клеточками. Также выполняем здесь все аккуратненько. Все и выполняем так до конца ряда. Надеюсь, что все было понятно. Если что-то непонятно, пишите комментарии, я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока!